1981 году археологи обнаружили в одной из пирамид Гизы пустую камеру, которая, согласно всем историческим записям, должна была содержать сокровища фараонов. Вместо этого они наткнулись на совершенно пустое пространство, обделенное даже намеком на захоронение. Этот факт заставил ученых по всему миру задать вопрос: почему пирамиды, которые строились с таким трудом и затратами, оказались пустыми внутри? На протяжении тысячелетий пирамиды служили символом мощи и величия Древнего Египта. Каждая из них возводилась с использованием миллионов каменных блоков, а их строительство требовало не только огромного количества рабочей силы, но и уникальных инженерных решений. При этом, по всей видимости, возводились они не для того, чтобы хранить богатство, как считалось ранее. Исследования, проведенные в последние десятилетия, показали, что многие камеры внутри пирамид либо не использовались, либо были заблокированы, либо просто не имели того, что ожидали увидеть исследователи. Археологи задали вопрос, могло ли быть так, что эти древние строения не имели цели служить гробницами. 80% всех пирамид в Египте обнаружились пустыми, и на это не было четкого объяснения. В 1993 году была проведена важная находка в пирамиде Хеопса. Исследователи нашли тонкие каналы, которые, по их мнению, могли служить для передачи звуковых волн, создавая вибрации, которые могли бы влиять на духовных и физических существ. Почему это не упоминалось в предыдущих исследованиях? Возможно, потому что ортодоксальные археологи не готовы были принять парадигму, что пирамиды могли быть чем-то большим, чем просто гробницами. Историки начали рассматривать другие аспекты, касающиеся назначения пирамид. Например, в древних текстах множество раз упоминается о путешествии в загробный мир, однако отсутствие найденных останков фараонов и ценных предметов поднимает вопросы о истинном смысловом значении этих слов. Возможно, пирамиды служили не для хранения тел, а как нечто большее, как обсерватории или даже места для проведения ритуалов. В это же время начала развиваться новая волна исследований, стремящихся объяснить технологические достижения древних египтян. Археологи, физики и инженеры совместно работали над восстановлением методов, используемых для возведения этих гигантских сооружений. Новейшие технологии позволили получить данные о том, что материал пирамид был обработан с невообразимой точностью. Древние египтяне использовали технологии, о которых современный человек даже не догадывается. Каждая из этих находок подчеркивает загадку, которая окутывает пирамиды. Почему внутреннее пространство остается пустым, несмотря на все усилия и трудозатраты? Почему древние египтяне скрывали истинное назначение этих величественных строений? Тайна, которая прячется за пирамидой, извлекает интерес многих ученых и любителей истории. Чем больше исследований, тем больше вопросов возникает. Пустота внутри пирамид ведет к новым теоретическим предположениям и мифам, которые еще предстоит разгадать. В 1996 году археологи начали раскопки в районе древнего карьера, откуда добывали камни для строительства пирамид. В ходе работ они наткнулись на хорошо сохранившиеся инструменты и методы, которые использовались при возведении этих монументальных строений. Каменные блоки, каждый весом более 2 тонн, добывались с точностью, о которой многие историки прежде не подозревали. Находки показали, что египтяне использовали не только простые инструменты, но и сложные механизмы, чтобы перемещать тяжелые камни по участкам. Исследования показали, что для строительства пирамид работали тысячи человек. Однако не все они были рабами, как считалось ранее. Многие рабочие были фермерами, которые приходили на строительные площадки после сезона сбора урожая. Ученые обнаружили записи, в которых шла речь о системе питания и обустройстве рабочих лагерей. Каждый день строители получали хорошую порцию хлеба, пива и даже мяса, что подтверждало их статус не просто рабов, а граждан, вовлеченных в важное для страны дело. Пирамида Хеопса, самая большая и известная, была завершена примерно в 2520 году до нашей эры. Строительство длилось более 20 лет. В процессе возведения этой пирамиды использовались сложные методы, включая создание наклонных платформ, которые позволяли поднимать блоки на высоту. Разработанные технологии по перемещению и обработке камня поражают даже современных инженеров. Об этом свидетельствуют находки, такие как следы, оставленные на песке, и остатки деревянных конструкций, которые использовались для создания подъемных механизмов.
Параллельно с раскопками в карьере в 2015 году была обнаружена уникальная информация о процессе организации работ. Археологи нашли папирусные свитки, которые содержали записи о распределении рабочих и их задачах. Эти документы опровергли миф о том, что строительство пирамид было хаотичным процессом. Наоборот, все было четко организовано с установленными сроками и планами. Дополнительно в процессе раскопок археологи обнаружили не только инструменты, но и следы ритуальных практик, связанных со строительством. Находки показывали, что рабочие считали себя частью чего-то более великого, и в процессе работы они проводили обряды, направленные на получение благословения богов. Эти ритуалы могли включать жертвоприношения и молитвы о защите от несчастий. С каждым новым открытием ясно становилось, что строительство пирамид — это не лишь физический труд, но также духовная практика. Рабочие не просто строили гробницы для фараонов. Они создавали монументы, которые должны были соединить мир живых и мир мертвых, что только усиливало загадку их пустоты. Если пирамиды не предназначались для хранения останков фараонов, тогда для чего они были созданы? Понять это становилось все сложнее, поскольку каждая новая находка лишь добавляла слоев к этой многоуровневой тайне. В 2018 году в окрестностях древнего города Мемфиса была сделана находка, которая вновь встряхнула археологическое сообщество. Под слоем песка и глины обнаружили полузатопленные гробницы, датируемые примерно 2000 годами до нашей эры. Внутри находились удивительные артефакты, необычные сосуды, украшенные сложными мотивами, и статуэтки, изображающие богов и животных, выполненные с поразительной детализацией. Но самым странным было то, что среди этих артефактов находились предметы, которые явно не имели никакого отношения к захоронению. Внимание исследователей привлекли металлические инструменты, которые не соответствовали времени, когда были построены эти гробницы. Они были выполнены из сплавов, которые не могли существовать в Древнем Египте. Это открытие вновь подняло вопросы о технологическом уровне древних египтян и о том, как долго это знание могло сохраняться в тайне. В том же году начались раскопки в районе пирамиды Хефрена. На этом участке обнаружили подземные ходы, которые вели к нескольким пока не обследованным камерам. Эти ходы, предположительно, были частью более обширной системы, связанной с пирамидой. Исследователи начали предполагать, что эта система могла использоваться для ритуалов, связанных с переходом в загробный мир. Однако ни одно из найденных помещений не содержало останков, что вновь подтверждало загадку пустоты пирамид. Одновременно с раскопками в Мемфисе и Гизе в египетских архивах были найдены документальные свидетельства о других цивилизациях, которые строили подобные монументальные сооружения. В этих текстах шла речь о ритуалах, которые проводились в связи с процессом строительства, и они упоминали о специальных жрецах, которые, по всей видимости, были ответственны за различные аспекты строительства и освящения. Эти жрецы могли обладать знаниями, которые передавались из поколения в поколение, и, скорее всего, могли руководить строительством, используя технологии, которые были утеряны в последующие эпохи. В 2019 году была опубликована работа о способах использования звуковых волн в этих ритуалах. Исследования показывали, что в некоторых местах, таких как пирамиды и храмы, звук имел особое значение. Ученые начали проводить эксперименты, чтобы выяснить, могли ли древние египтяне использовать звуковые технологии в своих ритуалах. Эти исследования открыли новые горизонты для понимания того, как связаны архитектура и звук, и как это могло влиять на духовные практики. Каждая новая находка добавляла новые слои к тайне, окутывающей пирамиды. Ученые все больше задумывались, были ли эти монументы лишь гробницами, или же они служили для чего-то гораздо более сложного. Пустота внутри оставалась неразгаданной загадкой, подстегивающей интерес к исследованиям. Каждое открытие порождало новые вопросы и теории, стремящиеся объяснить, зачем были построены эти удивительные строения и что они на самом деле означали для древних египтян. В 2020 году группа исследователей представила новую теорию о предназначении пирамид, которая всколыхнула научное сообщество. Они утверждали, что пирамиды могли быть не только гробницами, но и обсерваториями или даже энергетическими станциями. Согласно этой гипотезе, форма пирамид, их расположение и материал, из которого они были построены, могли осуществлять определенные электромагнитные влияния на окружающую среду.
В исследовании также упоминалось о возможном использовании пирамид как инструментов для связи с высшими силами или даже с другими цивилизациями. Среди ученых начались споры. Теория о пирамидальных обсерваториях получила как поддержку, так и множество критиков. Одни исследователи настаивали на том, что такие конструкции не могли быть практичными как астрономические инструменты, тогда как другие указывали на точное выравнивание пирамид с астрономическими объектами, такими как звезды и планеты. Каждый новый аргумент лишь усугублял разделение мнений. Тем временем в египетской пустыне продолжались раскопки. В этом же году была найдена еще одна уникальная находка — большой каменный диск, который, по мнению исследователей, мог быть частью ритуала, связанного с пирамидой. На диске были изображены сложные символы и, возможно, формулы, которые некоторые ученые попытались расшифровать. Этот диск стал основой для новых исследований, поскольку его символика могла указывать на связь между древними технологиями и метафизическими практиками. В ноябре 12 исследователей отправились в экспедицию, чтобы изучить этот диск и его возможное происхождение. После 3 недель раскопок они нашли еще больше артефактов, среди которых оказались фрагменты древних свитков. Эти свитки содержали неполные записи о ритуалах, которые могли проводиться в пирамидальных комплексах. Однако, несмотря на все усилия, расшифровать их удалось лишь частично. Ученые пришли к выводу, что записи могли содержать инструкции, как активировать некие энергетические потоки, что вновь подтвердило гипотезу о энергетическом назначении пирамид. С каждым новым открытием возникали сомнения. Некоторые исследователи начали утверждать, что пирамиды могли служить для чего-то другого. Возможно, даже для защиты от непонимания или ненависти, исходящей от других народов или цивилизаций. Существовали даже спекуляции о том, что пирамиды могли быть связаны с древними легендами о древних богах, которые могли приходить на Землю с других планет. В ответ на растущее напряжение среди исследователей, правительство Египта решило вмешаться. В июне 2021 года было объявлено, что раскопки будут временно остановлены, пока не будет проведено полное исследование новых находок и теорий. Решение вызвало недовольство среди научного сообщества, поскольку многие ученые считали, что правительство пытается скрыть что-то важное. Это создало конфликт между властями и исследователями, полными стремления разгадать тайны, оставшиеся с древних времен. Пока одни ученые пытались расшифровать новые находки, другие начали высказывать предположения о том, что истинное предназначение пирамид было связано с чем-то гораздо большим, чем просто религиозные обряды или захоронения. Тайна оставалась неразгаданной, и с каждым новым открытием загадка становилась все более запутанной. В 2022 году внимание исследователей вновь привлекли легенды о сокровищах, которые якобы скрыты внутри пирамид. Эти мифы передавались из поколения в поколение и были популярны среди местных жителей. В них говорилось о несметных богатствах, которые оставили фараоны, чтобы использовать их в загробной жизни. Но, как показали раскопки, внутри пирамид не было найдено ничего, кроме пустоты. Эта несостыковка привела к тому, что некоторые исследователи начали догадываться о другом назначении этих легенд. В ходе экспедиции в Луксоре археологи обнаружили старинные глиняные таблички, на которых были запечатлены записи о сокровищах, находящихся под охраной мифических существ. Эти записи утверждали, что сокровища могут быть найдены лишь теми, кто способен пройти через серию испытаний и ритуалов, описанных в священных текстах. Особое внимание привлекло упоминание о защитниках сокровищ, которые могли принимать форму животных или духов. Параллельно с этой находкой в научное сообщество вошли новые слухи о том, что правительство Египта намерено организовать масштабную экспедицию по поиску сокровищ. Исследователи, которые ранее работали над разгадкой тайн пирамид, начали выражать недовольство, считая, что такие действия могут привести к разрушению исторических памятников. На фоне этих разногласий несколько ученых решили начать собственное независимое расследование. В июле того же года группа археологов во главе с доктором Сарой Эль-Хадди, известной своими смелыми подходами, отправилась в пустыню с целью найти упомянутые сокровища. С собой они взяли оборудование для исследования подземных ходов и камер. Их план состоял в том, чтобы исследовать легенды о сокровищах и, возможно, обнаружить то, что предшествующие раскопки не смогли выявить. По мере приближения к пирамиде Хуфу команда начала замечать странные явления.
Ночью они слышали легкие шорохи, словно кто-то за ними следил. Некоторые члены команды утверждали, что видели неясные силуэты на фоне звездного неба. Эти события лишь подогревали атмосферу напряженности и страха среди археологов. Слухи о мифических защитниках сокровищ стали восприниматься всерьез. Вскоре команда достигла входа в один из подземных ходов, который, согласно легендам, вел к сокровищнице. Внутри они обнаружили линии, покрытые странными символами, которые, по всей видимости, указывали на маршрут к предполагаемым сокровищам. Каждый шаг углублял их в неизвестность и усиливал страх, но также и напряжение от возможности найти то, что веками скрывалось от глаз. Однако вскоре после этого один из членов группы пропал без вести. Паника охватила остальную команду. Некоторые начали считать, что мифы о защитниках сокровищ не просто истории, а реальность. К этому добавилась еще одна находка — древний амулет, который, как считали, мог защитить от духа, охраняющего сокровища. Доктор Эль-Хадди была раздосадована, так как теперь ей приходилось не только вести раскопки, но и заботиться о безопасности своей команды. Конфликт между желанием разгадать тайны пирамид и страхом перед возможными последствиями стал нарастать. Легенды о сокровищах, которые ранее казались простыми сказаниями, теперь принимали зловещий оборот. Вопрос о том, были ли эти мифы просто вымыслом или реальными предостережениями, стал основным двигателем их экспедиции. Каждое новое открытие углубляло загадку и вызывало все больше вопросов. В 2023 году, после нескольких недель интенсивных раскопок, команда доктора Сары Эль-Хадди обнаружила подземное помещение, состоящее из нескольких камер, каждая из которых содержала удивительные технологические артефакты. Эти находки значительно изменили представление о технологических достижениях древних египтян. В одной из камер стоял большой механизм, напоминающий водяную машину, изготовленный из меди и дерева, который, возможно, использовался для подъема тяжелых блоков при строительстве пирамид. Это открытие стало настоящим шоком, поскольку ранее считалось, что древние египтяне использовали лишь простые инструменты и ручной труд. Расшифровка символов на стенах камеры показала, что механизм использовал принцип рычага и был способен поднимать грузы весом до 3 тонн. Вокруг устройства находились записи, которые указывали на то, что подобные технологии могли быть использованы не только в строительстве, но и в ритуалах. Исследователи начали рассматривать возможность, что такие механизмы могли влиять на звуковые волны, создавая особую атмосферу во время обрядов. Тем временем атмосферное давление в команде начало расти. Члены группы, все более обеспокоенные странными явлениями в подземных туннелях, начали открыто выражать сомнения в целесообразности продолжения раскопок. Некоторые требовали вернуться и прекратить исследования, пока не станет ясным, что именно защищает эти сокровища. Однако доктор Эль-Хадди, вдохновленная новыми открытиями, настаивала на том, что они на пороге чего-то великого. После нахождения механизма команда решила провести тесты, чтобы выяснить, могла ли эта технология действительно функционировать. Они собрали необходимые материалы и с помощью копий механизмов попытались воссоздать его работу. Через несколько дней экспериментов им удалось создать работающую модель, которая подняла массивный камень весом в 2 тонны на высоту 11 футов, что подтвердило теорию о способности древних египтян использовать сложные механизмы. Однако в тот же вечер, когда команда отметила свой успех, снова пропал член группы. На этот раз исчезновение произошло в момент, когда они собирались протестировать механизм. Погруженные в хаос, исследователи начали подозревать, что исчезновение связано с их попытками активировать древние технологии. Некоторые начали утверждать, что это знак, предостерегающий о последствиях вмешательства в тайны, которые должны оставаться нетронутыми. Вскоре после этого в одном из коридоров подземных камер раскрылся скрытый проход, который, по всей видимости, вел к еще одной части комплекса. Эта находка вызвала как восхищение, так и страх. Доктор Эль-Хадди, ощущая необходимость продолжить исследование, решила, что, несмотря на риски, они должны пройти через этот проход. Команда, разделенная на тех, кто хотел уйти, и тех, кто стремился узнать правду, оказалась на грани раскола. Как только они вошли в новый коридор, свечение, исходящее от стены, привлекло их внимание. На этом свете были вырезаны сложные символы, которые визуально напоминали иероглифы, описывающие различные технологии, которые, как предполагали, могли использоваться в ритуалах и строительстве. В воздухе витало напряжение, необходимость разгадать эту загадку стала невыносимой.
Как только они подошли ближе, напряжение достигло своего пика. Предстояло выяснить, какие тайны скрывают эти далекие воспоминания древних эпох и какие последствия могут ждать их в будущем. В 2024 году, после открытия нового прохода, команда доктора Сары Эль-Хадди вошла в темный коридор. Стены начали вибрировать, и на них проявлялись иероглифы, которые, казалось, менялись в зависимости от их присутствия. Каждый шаг вызывал у исследователей ощущение, что они нарушили покой священного места. В конце коридора находился просторный зал, освещенный таинственным светом, исходящим от стен. На них были изображены сцены строительства пирамид, а также странные символы, которые не поддавались пониманию. В центре зала располагался круглый алтарь, усыпанный золотыми и серебряными предметами, амулетами, статуэтками и другими артефактами. Когда команда приблизилась к алтарю, Алан заметил, что некоторые амулеты были вырезаны с использованием технологий, которые считались недоступными в древние времена. Это открытие ставило под сомнение ранее известные представления о технологическом уровне древних египтян. Возможность, что эти технологии могли быть получены от внеземных существ, вновь всплыла на поверхность. Внезапно напряжение в группе начало нарастать. Страх и тревога овладели исследователями, поскольку никто не мог объяснить, как они оказались в этом загадочном зале. Некоторые начали ощущать, что за ними кто-то следит, и эта неизвестная угроза создавала плотную атмосферу. Каждый шорох заставлял их вздрагивать. Доктор Эль-Хадди распорядился о том, чтобы зафиксировать все находки. Она начала делать заметки и фотографии, надеясь, что эта информация поможет разгадать тайны. Однако, когда они начали собирать артефакты, Алан снова пропал. Исчезновение одного из членов группы вызывало подозрения и слухи о том, что артефакты могли быть прокляты. Понимая, что находиться в этом мрачном месте становится рискованным, команда решила покинуть зал и вернуться обратно. Но как только они развернулись, проход, по которому пришли, закрылся, словно его не существовало. В панике исследователи начали искать другие выходы, но каждый новый проход вел лишь к темным комнатам, полным загадок и опасностей. Не имея другого выбора, они продолжили исследование непонятных туннелей. Каждый шаг приближал их к разгадке, но также увеличивал риск. Древние технологии, которыми обладали египтяне, казались обладающими собственной волей, их присутствие ощущалось в каждом элементе. В одной из новых камер команда наткнулась на несколько деревянных ящиков, украшенных сложной резьбой. На них были изображены люди, которые проводили ритуалы, связанные с сокровищами. Открыв один из ящиков, они обнаружили не только предметы, которые можно было бы считать сокровищами, но и книги, покрытые загадочными знаками и текстами. Это открытие стало новым поворотом в их исследовании. С каждой минутой напряжение нарастало, и никто не знал, как далеко зайдет это исследование и какие еще тайны они откроют. Загадка, окутывающая пирамиды и их сокровища, становилась все более запутанной, а каждый новый шаг мог обернуться неожиданной опасностью. В 2025 году, после нахождения древних книг, команда доктора Сары Эль-Хадди начала расшифровывать тексты, содержащиеся в ящиках. Каждый день они проводили часы над свитками и вскоре начали замечать удивительные параллели между древними египетскими учениями и философиями, существовавшими в других культурах, от индийских вед до месопотамских табличек. Эти сходства касались не только ритуалов и строений, но и глубоких представлений о загробной жизни и связи с высшими силами. Параллели касались также использования звука в ритуалах, что открывало новые горизонты в понимании древних технологий. Капля за каплей, как вода, проникающая в трещины камня, новые знания заполняли пустоты, которые не оставляли исследователей в покое. Они начали понимать, что древние египтяне могли использовать пирамиды не только в качестве гробниц, но и как устройство, способствующее коммуникации с другими мирами. Это открытие стало кульминационным моментом исследования, так как позволило предположить, что пирамиды имели статус интерпланетарных станций и энергетических порталов. В один из вечеров, когда команда обсуждала свои находки, доктор Эль-Хадди обратила внимание на одну из книг, которая содержала странные символы, визуально схожие на те, что нашли в руинах индийских храмов. Она поняла, что это может быть ключ к разгадке. В книге описывались ритуалы, направленные на открытие порта сознания, который позволял общаться с сущностями из других измерений.
Это совпадение стало мощным толчком для команды, заставив их задуматься о том, что знание о таких ритуалах могло быть широко распространено среди древних культур. Тем временем страх начал охватывать команду. Алан, пропавший несколько дней назад, не появлялся, и тревога за его безопасность росла. В то время как они продолжали расшифровывать тексты, в их сознании витала мысль, что исследования могут разбудить силы, которые лучше оставить в покое. Несколько членов группы начали шептаться о том, что они нарушили естественный порядок и что теперь должны заплатить за свои действия. Как только команда углубилась в изучение ритуалов, они наткнулись на запись, которая описывала применение конкретного механизма. Он находился в зале, где они нашли алтарь. Этот механизм был способен активировать звуковые волны, чтобы открыть портал и обеспечить связь с другими измерениями. Все сошлось. Их находки, технологии, параллели с другими культурами и даже исчезновение Алана — все это указывало, что они на грани открытия чего-то гораздо большего, чем просто древние сокровища. Когда команда вернулась в зал с алтарем, атмосфера стала еще более напряженной. Внезапно стены стали вибрировать, и старинные символы начали светиться. Доктор Эль-Хадди, осознавая, что сейчас происходит нечто необычное, приказала всем остаться вместе и внимательно следить за процессом. Они начали использовать найденные артефакты, чтобы активировать механизм, о котором шла речь в записях. С каждой новой попыткой звучал все более резкий и мощный звук, напоминая древнюю мелодию, пронизанную магией. Вдруг в самый пик волнения в воздухе появилась яркая вспышка света, и алтарь засиял. В этот момент они увидели, как между стенами образовался поток энергии, и невидимый портал стал открываться. Это событие потрясло команду. Они были на грани того, чтобы понять, что на самом деле скрывается за пирамидами и почему их технологии были столь продвинутыми. Однако в этот момент они вспомнили об Алане. Его исчезновение нависло над ними как неотъемлемая часть их открытия. Вопрос о том, что же произошло с ним, стал неотложным. Каждая секунда, проведенная рядом с открывшимся порталом, отводила их от ответа, и они были вынуждены решать, что делать дальше. Нереальная ситуация требовала решительных действий, и никто не знал, как далеко они готовы зайти в поисках правды. В 2026 году, когда команда доктора Сары Эль-Хадди стояла перед открывшимся порталом, напряжение достигло предела. Они осознали, что находятся на пороге открытия, которое могло изменить их понимание истории и цивилизаций. В воздухе витала энергия, заставляя их сердца биться быстрее. Чтобы использовать этот момент, доктор Эль-Хадди решила, что необходимо провести научный эксперимент, который мог бы подтвердить их новые теории о взаимодействии с другими измерениями. Команда быстро собрала оборудование. Они подключили датчики, которые могли измерить уровень энергии и вибраций в воздухе. Каждый член группы был на своей позиции, готовый к тому, чтобы фиксировать данные. Доктор Эль-Хадди, полная решимости, подошла к алтарю и начала произносить слова из древнего текста, которые ей удалось расшифровать. Каждое произнесенное слово, казалось, активировало механизм. Свет из портала стал ярче, а вибрации усилились. Датчики показали резкий скачок энергии. В этот момент в комнате послышался гул, как будто сам воздух начал петь. Команда осознала, что они не просто включают механизм, они взаимодействуют с чем-то гораздо более сложным и мощным, чем они ожидали. Внезапно в центре зала возникла светящаяся фигура. Это был Алан. Он выглядел несчастным, словно пережил что-то ужасное. В его глазах мелькала паника. Алан начал говорить, но его слова перемешивались с шумом, создаваемым открывшимся порталом. Он пытался объяснить, что видел и что произошло с ним, когда он исчез. В хаосе они не могли разобрать его слова, но что-то в его тоне заставляло их насторожиться. Он говорил о чем-то, что они не могли понять, как о тайне, скрытой за гранью восприятия. Доктор Эль-Хадди, понимая, что время играет против них, продолжила усиливать вибрации механизма, надеясь наладить контакт с тем, что скрывается за порталом. Внезапно появились образы. Сцены древних ритуалов, яркие вспышки света и тени, которые перемещались и словно искали выхода. Эти видения накладывались друг на друга, создавая ощущение, что они смотрят в другое измерение, в мир, который когда-то существовал параллельно с их собственным. С каждым мгновением Алан становился все более беспокойным. Он закричал, что они должны остановиться, что это может привести к катастрофическим последствиям.
Внезапно свет из портала стал ослепляющим, и команда ощутила, как их тянет внутрь. Они попытались удержаться, но силы, исходящие из открывшегося пространства, были слишком сильны. Доктор Эль-Хадди, понимая, что они на грани чего-то ужасного, сделала последний рывок и произнесла завершающие слова заклинания на древнем языке. В этот момент вся энергия взорвалась, и комната заполнилась ярким светом. Портал начал закрываться, а энергия, казалось, сжалась до точки, где все смешивалось воедино. В это мгновение, когда все находились на грани реальности и иллюзии, они поняли, их исследования привели к открытию, которое может изменить саму суть существования и связи между мирами. Свет поглотил их, и они оказались в полной темноте, окруженные тишиной. На мгновение все затихло. Алан, доктор Эль-Хадди и остальная команда осознали, что стоят на пороге нового открытия, но какой ценой они добились этого? Вопросы о том, что произойдет дальше, остались без ответа, и вскоре каждый из них задумывался о своих действиях и последствиях, которые они могли вызвать, открыв дверь в неизвестность. Когда свет исчез, команда оказалась на пустынном холме под открытым небом. Пустыня развернулась перед ними, и ни намека на пирамиды или подземные ходы. Они пришли в себя, и Алан, наконец, смог рассказать о своем опыте. Он описал, как оказался в пространстве, наполненном яркими образами и звуками, которые переплетались в единое целое, словно воспоминания о древних ритуалах. Его рассказ стал не только объяснением исчезновения, но и началом новой главы их исследований. Доктор Эль-Хадди осознала, что события, в которых они участвовали, могли иметь последствия для всего человечества. Понимание того, что их действия активировали нечто древнее и мощное, насторожило группу. Они начали обсуждать, как использовать свои открытия, не причинив вреда. Каждый из них понимал, что стали хранителями знаний, которые могут как созидать, так и разрушать. Вернувшись в Каир, команда столкнулась с вопросами о пропавших членах группы и о том, что произошло во время их исследований. Доктор Эль-Хадди решила, что необходимо держать в секрете информацию о портале и его возможностях, чтобы избежать неверного понимания и недовольства общества. Вместе с тем, они подготовили ряд статей о древних технологиях и параллелях с другими культурами. Эти материалы стали основой для нового подхода к изучению истории. В последующие месяцы команда продолжала собирать и анализировать данные. Некоторые артефакты были переданы в музеи, другие были скрыты для защиты от потенциальных злоупотреблений. Они пришли к выводу, что понимание таких мощных технологий требует уважения и осторожности. Их исследования привели к новым вопросам и идеям, которые начали привлекать внимание ученых по всему миру. Слухи о их находках распространились, и ученые из разных стран начали выдвигать теории о связи между древними цивилизациями. Некоторые считали, что египтяне могли взаимодействовать с другими культурами, получая знания от них. Эти идеи вызвали споры, но также и интерес к дальнейшим исследованиям. Несмотря на возвращение домой, команда понимала, что загадки остались. Пирамиды с их пустыми внутренностями продолжали привлекать внимание, а их истинное назначение оставалось неразгаданным. Исследователи осознали, что их путь только начинается. Каждая находка открывала новые горизонты, а их наследие продолжало расти. Истории о пустых пирамидах, древних технологиях и взаимодействии с другими цивилизациями будут жить дальше. Каждая из них стала важным элементом для будущих поколений. Команда знала, что некоторые вопросы лучше оставить без ответа, и что правда может быть слишком сложной для современного понимания. Они взяли на себя ответственность за то, что узнали, и решили, что должны защищать это наследие, чтобы оно не было использовано во вред. Тайны, оставшиеся неразгаданными, будут продолжать напоминать о величии и сложности прошлого, формируя будущее человечества.